Знаете, почему в Татарстане все так вкусно? Дело в том, что в Татарстане умеют вырастить продукты. Вот, например, гусей, уток. Это вот уточка фермерская, предприятие «Каусар». Мы уже встречались с этим предприятием, подружились. Советую. Вот даже замороженное разморозили. И что? Прекрасная утка, которую необходимо разрубить на кусочки. Значит, когда продукты хорошие, когда хороша утка, когда хороший лук, когда хорошая морковка, чеснок, есть бульон, будете готовить самые простые деревенские блюда, и у вас все получится, ах, как вкусно. Но сначала уточку необходимо разобрать на куски граммов по 50, прямо вместе со шкурой и костями. Как-то раз мы уже показывали, как в Татарстане солят гусей. Солят и вялят целиком, а еще заготавливают гусятину в банках. То есть гусей нарезают на небольшие кусочки, соль, чеснок в обычную банку плотно уложили, постояло несколько часов в тепле, а потом хранишь в холодильнике либо в погребе, у кого что есть. Так вот, из таких гусей тоже готовят блюдо, которое мы задумали сегодня. А задумали мы сегодня приготовить блюдо по книжке Юнуса Ахметзянова, которое называется «Гусь либо утка» по-деревенски. Деревенские рецепты они такие. Проверены десятками поколений, проверены тысячами семей, поэтому в них не убавить, не прибавить. Уточка весила 2 кило 400 грамм, но, наверное, добрый килограмм – это утиная грудка, которую оставим на какое-нибудь другое блюдо. Вот этого достаточно. Больше килограмма утиного мяса. Да что я говорю, все 1,5 килограмма. Так вот, утиная шкура содержит очень хороший жир. Жирком к низу на дно казана. На огне чуть ниже среднего пускай постоит, чтобы жирок вытопился. Ну а мы тем временем порежем лук. Самым обычным образом, кубиками. Но как только раздался волшебный запах утиного жира, зашкварчало и там внизу забулькало. Налейте стакан воды и пусть уточка готовится дальше. Но не должно быть в татарской кухне чего-то слишком уж сильно жареного. Вот так, припущенного на среднем огне. Нормально. Уточка молодая, поэтому готова будет очень быстро. Так что не забывайте ее посолить. Я думаю, что уйдет не менее чем пол-столовой ложки соли. Не забывайте ее поперчить. И, конечно же, сразу добавляйте и лук, и морковку. Вкус того гуся, что мы засолили в банке вместе с Рауфом и Фаридой, до сих пор у меня на языке. Знаете, там ведь нотки самой гусятины, там и соль ощутимо вполне себе чувствуется. И еще очень вкусная нотка чеснока. По рецепту Ахметзянова чеснок в это блюдо не полагается. Не то, чтобы там написано «запрещено использовать чеснок». Просто не написали про чеснок. Ну, может быть, не было в тот день чеснока. Вот и не написали. А я хочу добавить чеснок. Вот так, крупными таблетками. Вода, которую наливал с самого начала, практически вся выпарилась. Перемешалась с жиром, и получается нечто вроде этакого французского конфи у нас в казане. Самое время залить бульон. Так в книге написано. Это означает, что еще 50-60 лет назад, когда Ахметзянов писал свои книги, правила хорошей кухни использовались в Татарстане. На хорошей кухне бульон должен быть всегда. В книге рецепт называется «Гусь или утка по-деревенски». Знаете, чем отличается городская кухня от деревенской? В деревне знают цену каждому продукту. Знают, сколько труда стоит вырастить каждую уточку. Поэтому в деревне к хорошим продуктам, таким как гусь, уточка, непременно добавят что-нибудь еще. Я добавил пшено. Можно было бы добавить картошку вот такими кубиками, сантиметра по 2. Можно было бы добавить гречку, можно было бы добавить рис, и получился бы практически плов. Но я хочу попробовать именно с пшеном, как татары ели в старину. Вот пусть постоит, потушится, пшено распарится, наберет в себя бульона, отличного вкуса от уточки, лука, морковки, и попробуем. К
Книга-видеобук составлена по лучшим рецептам моего канала на Ютубе. Все мои книги напечатаны с наивысшим качеством, иллюстрации очень хорошие. А эта книга может стать пособием для создания семейного меню. Здесь рассказано именно о тех блюдах, заготовках, вареньях, десертах, которые не сходят с нашего стола круглый год. Для блюд марокканской кухни понадобятся те же самые продукты и специи, что есть и у нас. Но блюда и вкусы очень необычные, абсолютно новые. И про шашлык я могу рассказать столько нового, столько необычного, что вы будете удивлены. Да и в казане можно готовить не только плов. Казан – это настоящий рояль на кухне. Подробнейший самоучитель, как готовить в казане, как готовить вообще. Если вы все еще спорите о приготовлении плова, а кое-кто из ваших друзей знает единственный верный рецепт, открывайте эту книгу. Здесь десятки рецептов и подробнейшее кулинарное исследование. Книги можно заказать с автографом, за исключением вот этих малюток, потому что они на моющейся бумаге. Знаете, пахнет уже так, что готово или не готово, буду открывать и буду подавать. Да готово, конечно, куда она денется. Посмотрите, как каша распарилась. Посмотрите, пшенка, как все в себя впитала. Эх, хорошо. Вот это гостю, вот это мне. Потому что упаси Господь от такой беды, чтобы в одиночку кушать. Самые несчастные люди едят в одиночку. А хорошие люди должны есть вместе с гостями. Вот для гостей, да плюс добавки для меня и для друга, пусть на столе стоит еще одно большое блюдо. Такое блюдо, чтобы глаза радовались. В книге Юнуса Ахмедзянова сказано, что готовить надо было вместе со сметаной. Вот здесь я с уважаемым мэтром не могу никак согласиться, потому что сметана все-таки кислый продукт и превратится в творог. Но из уважения к старшим послушался и сметану на стол все-таки поставил. Пусть каждый добавляет себе непосредственно в кашу, чтобы сухо не было, чтобы в горло хорошо пролезло. Ну и зелень, потому что все здесь такое желтенькое, янтарное, красивое, прекрасное. И немного зелени вот не помешает. Очень даже не помешает. А еще хлеб, потому что блюдо деревенское, в деревнях, слава богу, без хлеба и до сегодняшнего дня не едят. Так что приятного аппетита и, как говорят в Татарстане, ашларыгыз тамле болсын.